Здравствуйте, мои уважаемые зрители! С вами Ольга Демчук, исследователь внутреннего мира личности. Сегодня тема эмоциональное давление. Вот я сейчас давлю своим голосом на вас. И это эмоциональное давление у нас бывает как внешнее, когда на нас кто-то давит, а бывает внутреннее, когда мы давим на себя. Но природа этих двух явлений одинаковая. И мы с вами разберем сначала, когда на нас давят, а потом разберем, когда мы давим на себя. Я думаю, что вы точно в жизни сталкивались с эмоциональным давлением на вас, когда человек настаивает своим тоном. Но эмоциональное давление может быть и иным. Например, человек жалуется, заползает как будто под кожу, и вы становитесь опекающим родителем. Или же человек агрессивно разговаривает. Вы испугаетесь и сделаете то, что он хочет. То есть, видите, эмоциональное давление бывает разным, но его суть одна и та же. Протащить, продавить то, что надо мне, то есть тому другому, который на нас давит. И остановить такого человека достаточно сложно, потому что мы иногда не понимаем, что вообще происходит. Мы чувствуем, что что-то не то, а что именно. И это непонимание не позволяет нам сформулировать корректно и точно. И сегодня, вы уж извините, придется немного пописать. Тот, кто ведет конспект роликов, доставайте конспект, а кто его не ведет, возьмите просто телефон, где-то в записках или в сообщения самому себе, я так иногда пишу в Фейсбуке самой себе сообщения. Давайте немножко попишем. Будет несколько пунктов, и потом, когда вы на них посмотрите, это обновит у вас в памяти то, что вы слышали. Итак, давайте назовем наши записи «Снизить эмоциональное давление». Так и пишите «Снизить эмоциональное давление». И представим, что мы говорим другому человеку: «Снизь эмоциональное давление на меня, мне некомфортно». И эта фраза, казалось бы, такая вежливая: «Снизь эмоциональное давление на меня, мне некомфортно». Она сейчас из моих уст звучит мягко. Но если мы не разберемся со своими эмоциями внутри, у нас получится грубо это сказать. Мы скажем это так, что это породит конфликт, и даже если не породит конфликт, мы потом начнем на себя нападать за то, что мы были злыми. И для того, чтобы говорить это вежливо, корректно, необходимо пройти определенный путь внутри. Сейчас мы это с вами сделаем. Ну, эту фразу достаточно сложную можно уместить в простую: «Не дави на меня». Ты давишь на меня, не дави на меня. Итак, первое, что я бы хотела сказать, это после просмотра этого ролика попробуйте посмотреть других блогеров с точки зрения, давят они на вас эмоционально или нет. А их давление, если есть, то какова его цель. И прислушаться к своим близким. Первое, что нам надо сделать в работе с эмоциональным давлением, это ощутить эмоциональное давление. Кажется, это так просто. Ну, я, конечно, понимаю, что на меня давят, но не тут-то было. Человек, который находится внутри под прессингом собственных эмоций, будет очень поздно замечать, что на него уже давно давят. Он будет отрицать даже свои ощущения, потому что он не понимает, что делать с этой ситуацией. Итак, первое – это регистрация эмоционального давления. То есть на меня сейчас давят. Этот тон давящий, он вытесняет меня и располагает другого. Вот я вам в самом начале ролика привела несколько вариантов. Когда я вкратчиво говорю, что надо заниматься своим эмоциональным давлением. Это для вас очень важно. Видите, я как будто немного гипнотизирую вас. Или же, когда я говорю грубо, надо заниматься эмоциональным давлением. Или же, когда я говорю как с идиотами, ну, неплохо было бы заняться эмоциональным давлением.
Все эти виды мы можем назвать манипулированием, но их суть – продавить, протащить то, что надо мне. То есть при эмоциональном давлении мне становится как будто мало места. Человек заполняет собой все пространство. И в этот момент должен сработать инстинкт самосохранения. То есть это оттеснение меня должно вызвать у меня ощущение опасности. Но если у меня контакт с телом нарушен, то мой инстинкт самосохранения не срабатывает. То есть эти лампочки, которые должны загореться, не загораются. Поэтому я предлагаю тренироваться на блогерах, на близких, узнавать эмоциональное давление в голосе. Давайте допустим, что мы уже научились узнавать эмоциональное давление. То есть первый пункт мы записали – ощутить эмоциональное давление, принуждение, вползание другого, заполнение другим пространства контакта. Теперь запишем второй пункт. Понять, что мне это не нравится. То есть, когда человек говорит со мной вкрадчиво, как с идиотом, я должна понять, что мне это не нравится. Человека, то он может быть таким для всех. Так что он не что-то хочет со мной сделать, а он это делает по своим каким-то причинам. То есть присвоить себе свои ощущения. Понять, что мне это не нравится. Мне, видите, у нас второго еще тут нету. Я ощущаю дискомфорт. То есть не нравится, дискомфорт, неприятно. И когда мы ощущаем это, в себе мы присваиваем ощущения, и это будет снижать нашу эмоциональную заряженность. То есть мы разбираемся сначала с собой, а потом будем разбираться с другим. Итак, третий пункт. Человек, который оказывает эмоциональное давление, в первую очередь давит на себя. У меня давление эмоциональное на себя. И поэтому я так говорю, как вбиваю гвозди. Видите? То есть мы обратили внимание на себя. Как видите, я немного меняю свой тон, чтобы вы учились включаться, да, на манипуляцию, на эмоциональное давление. То ласковое, то вкрадчивое, то злая. Учитесь. Итак, человек давит на себя. То есть, когда я записываю видео вот так вот напряженно, вот так разговариваю, то я давлю на себя, принуждая к себе к соответствию. То есть мы присвоили свои ощущения, и теперь мы смотрим на давящего человека, с ним что-то происходит. Ему что-то очень надо, и его «хочу» давит в первую очередь на него внутри, а потом только на нас. Видите, когда я присвоила ощущение, когда я рассматриваю другого без себя, я увеличиваю расстояние между нами. Я очерчиваю свои границы и его. Очерченные границы всегда уменьшают эмоционирование. Для нас это важно, чтобы быть адекватными, защищать себя умно и адекватно. Итак, я разделила, человек давит на себя, он что-то хочет, ему что-то надо. Когда я вот так вот записываю ролики, я хочу сделать все правильно. И потом я смотрю на видео, чтобы оно мне нравится. Или же когда я вот так записываю ролики, да, я хочу понравиться, привлечь. Ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал. И для многих людей это будет лестно, для зрителей, а кто-то будет раздражаться. Итак, мы разделили. Я с ощущениями и другой с давлением. Потом нам надо перевести личность этого человека из атакующего нас на того, кто избыточно для нас эмоционирует, избыточно давит. Давайте разберем на примере. Когда мне кто-то говорит, вот попробуй это блюдо, оно очень вкусное, полезное, тебе надо обязательно купить этот телефон. Он вообще прекрасный телефон, я очень им довольна, и тебе тоже такой надо. Вот это вот давление, протаскивание
своего мнения или навязывая не своего мнения, человек или его вообще не замечает, чтобы не ругаться, или же, когда замечает, ему хочется с другим поскандалить. А мы с вами не будем скандалить. Мы понимаем, что этот человек сейчас эмоционально давит. Он с вами ничего не делает, он на вас не нападает, он где-то сам в своих процессах и выполняет какую-то свою программу. То есть несколько такое отстраненное созерцание другого, как делающего что-то в своем мире. То есть другой что-то делает в своем мире. Он что-то там изображает, что-то в чем-то хочет убедить. И вот это отстраненное восприятие тоже помогает нам уменьшить те самые эмоции, которые мешают нам отвечать. 5-й пункт. Договориться со своим инстинктом самосохранения. То есть, когда мы вот это расстояние чувствуете, я вам набрасываю вот эти пункты, и мы все дальше и дальше от этого человека, мы становимся отдельными, мы выходим из слияния. То есть это не отчужденное восприятие, а именно отдельное. Это его границы, он что-то в своем мире изображает, это мои границы, и со мной происходят какие-то процессы. То есть инстинкту самосохранения сказать, можно не злиться, потому что я не собираюсь подчиняться. Видите, здесь такое уважительное отношение к себе. Спокойно, спокойно, моя злая сторожевая собака. Я не собираюсь подчиняться, не собираюсь ничего делать из того, что он говорит, поэтому все, спокойно. Не рычи. Вот мы договорились со своим инстинктом самосохранения. Мы его слышим, мы слышим, что он говорит, что мне это не нравится, подавляет мою волю. Да, я это слышу, и я не собираюсь подчиняться. После того, как мы договорились с инстинктом самосохранения, мы озвучиваем человеку ту фразу, с которой мы начали. «Не дави на меня». Если это близкий, не дави на меня. Если это какой-то чужой человек, можно сказать, что вы на меня давите. Пожалуйста, уменьшите это давление. То есть, видите, эта маленькая фраза требует большой подготовки, потому что если мы не пройдем все эти этапы, то из нас, из рта вылетят жабы и змеи. Мы не сможем это сказать спокойно, с чувством собственного достоинства и без чувства вины потом за собственную злость. Итак, мы озвучиваем это. Но при озвучивании надо быть готовым, что другой не услышит или же начнет оправдываться. Многие люди начинают воспринимать это как обвинение, говорят, да я не давил, да что я такого вот сделал. Можно, например, сказать, может быть, мне показалось, но давайте сбавим обороты. То есть, когда мы это говорим другому, нам важно само говорение, и так бывает в жизни, что вас другой не поймет, не услышит и будет доказывать что-то свое, или же вообще не обратит на вас, на вашу вот эту фразу внимание. Он будет продолжать говорить, как и говорил. Для чего мы тогда это говорим? И почему мы так внимательно относимся к тому, как мы говорим? Потому что мы заступились за себя. Для психики очень важно не быть жертвой, не быть терпящим, не быть пленником и иметь право на защиту себя. Во-первых, это создает сразу чувство собственного достоинства. Я могу за себя постоять. И не всегда получается воздействовать на внешний мир, но зато я защитница для себя. Итак, мы озвучили без агрессии, переработав агрессию в тех пунктах, которые мы записали до этого. 7-й пункт. Заранее смириться с тем, что человек вас не услышит. То есть, когда мы это говорим, вот частый вопрос, что делать, что делать, что делать. Но здесь, если ты не поймешь процесс, вот эти всю эту сложность, то ты можешь сказать так, что ты поругаешься с этим человеком. Итак, заранее смириться с тем, что ваши слова могут не повлиять на этого человека, или же он начнет оправдываться, то есть быть к этому готовым. И не воспринимать это как нападение. Человек защищает свою хорошесть. Ему важно доказать, что он хотел как лучше. Он хотел просто, чтобы вы попробовали это блюдо. Или как лучше заботиться, чтобы вы купили этот телефон. Или хочет вас как блогер спасти и вылечить все ваши проблемы. Итак, мы с вами заранее смиряемся с тем, что
другой не поймет. Но вы защитили себя. Я себя защитила. Вот эту фразу важно себе произнести. Да, у меня не получилось изменить, но я себя защитила. Я себя защитила. Я за себя могу постоять. И когда у человека есть эта опция постоять за себя не агрессивно, а интеллигентно, ему становится гораздо много дозволено. То есть ему можно и ролики записывать, и проявляться, и что-то делать, потому что он себя может защитить. Он себя не дает в обиду. И это недавание в обиду интеллигентное. Итак, дамы и господа, я завершила этот блог. Давайте с вами попробуем все эти пункты пройти, когда я сама на себя давлю. То есть попробуйте в комментариях пофантазировать на тему, когда не другой на меня давит, а когда я сама или сам на себя давлю. И, используя этот алгоритм, попробуйте написать инструкцию. Вы же любите инструкции, правда? Написать инструкцию, как мне узнавать давление на самого себя. А я, конечно же, приглашаю вас на вебинар 22 августа «Контакт с телом. Мое, не мое тело». Вот там мы будем учиться расшифровывать эти сигналы тела. Как по ощущениям в теле понять, что происходит вокруг и что происходит со мной. И как начать слышать то, что говорит мне мое тело, не бояться этого, не отчуждать свое тело, потому что я не знаю, что с этим делать. Все, я прощаюсь, ставьте лайки, подписывайтесь. Пока-пока, до встречи.